Привет, девчонки. У меня маленькая проблемка. Ну, не у меня, а у всех в Германии, кстати. Алиэкспресс, короче, все ссылки, которые, ну, вообще не доставляет в Германию. Ну, не все, не вообще, а, допустим, сайты, которые Beauty Lux, я вообще его открыть не могу, у меня он просто пустой. Потом Born Pretty тоже не открывается. Потом, что там еще, Николь Дайри. Ну, короче, грубо говоря, я покупала все время на официальных, не у таких посредников, мне было пофиг цена. Самое главное, чтобы дошло. И, короче, они не доставляют, ну, вообще в Германию товары. Блин, это просто шок. Проблемка в том, не то, что, блин, больше смогу покупать я на Али, ну и, блядь, флаг им зубы, конечно. Проблема в том, что у меня, блин, висит 2 видео с распаковкой. Я опять за рулем, опять куда-то еду. И, короче, я не могу дать ссылки, и поэтому, ну, переживаю за то, что... Я припаркуюсь. А понту-то тогда делать распаковки, если я не могу дать ссылку на товар. У меня недавно пришла посылка, почему-то, ну, там все вместе, там посылка пришла, у меня не приходит на дом. Я сделала такой онлайн, чтобы не приходила на Packstation, это такая штуковина, как покажу вам как-нибудь. Тебе приходит код, ты с этим кодом едешь, задаешь там этот код, и открывается такая ячейка. На улице стоит этот аппарат, очень удобно, потому что вечно, когда я иду, я вообще дома, да, работаю дома, сижу дома, я люблю дома быть. И, блин, 5 секунд, там, не знаю, выйдешь там собакой погулять, или там дочку забрать со школы, или мало ли что, короче, и вот в это время, в этот момент приходит почтальон. И мне клиентка посоветовала сделать Packstation, я его сделала, так удобно. Так вот, я там заказывала, не помню, там 10-20 продуктов, короче, и они пришли мне одним пакетом. Это, ну, прикольная была распаковка, так-то я собирать не умею, не получается. Я, короче, сняла распаковку, да, но из 20 продуктов только, считай, 7, на которых могу оставить ссылки, а 13... Пиздец, короче. Просто нажимаешь на товар, который ты купила, и там выходит такая... Постараюсь сделать скриншот. Ой, а в Германию не поддерживается поставка. Я писала продавцу, там, типа, что случилось. А он там говорит, ой, ты там какая-то проблема на Алиэкспресс тырым-пырым. Я думаю, ну окей, может там проблема с самой программкой. Но уже дней через 5 мы там уже в группе, короче, реально, ну, переживаем, что такое. Я написала еще раз продавцу, короче, и по ходу, насколько я понимаю, мы в Германии сейчас платим налог, и, насколько я понимаю, Германии показалось это маловато. Или это все-таки связано все-таки с политикой, что, не знаю, ну, про то, что происходит на Украине, потому что, ну, другого у меня оправдания этому всего нет. Уже, по-моему, неделю все это происходит, у меня висят уже там 3 видео с распаковкой. Может, что-то посоветуйте, что мне с ней делать, просто показать продукты, может, какие-то скриншоты, или уже показывать эти продукты, когда я их использую. Понту нету, просто выкладывать распаковку, будет неинтересно. Хотя вот те зрители, которые с России, там, с других стран, они Германия, у них все прекрасненько, все работает. Ну, короче, жесть. Я приехала в магазин такой строительный. У меня завтра днюха, и сын подарил мне, попросила я его не дарить мне цветы, которые такие обрезанные. Не в том, что мне жалко, там, что обрезают цветы, я считаю, для этого цветы и выращивают, а в том, что там 2-3 дня они тухнут у меня, да, там, или некрасивые. Попросила, он у меня работает тоже в строительном магазине, ну, не работает, а делает учебу, учится в строительном магазине. Он мне подарил 2 горшка, попозже их покажу. И это один я посадила в основной такой горшок, а для второго, он такой большой, надо купить поддон, короче. И у меня сегодня до вечера свободное время, я решила приготовить пожрать. Ну, не решила, меня заставили, да, как всегда. И нужно купить горшок. Все-таки еще 2 месяца цветения. Думаю, как раз для 2 месяцев куплю горшок. И, может, пока покажу вам магазинчик. Я люблю там гулять, кстати, в этом магазинчике.
Он строительный, там всякие покупаю гвоздики, всякие там пилочки, там, я не знаю, все, что я делаю дома, там полочки там подвешиваю. Это папа от скуки дома страдал. И этот я ему там купила, мы с ним сходили в магазин, там купили 8 гвоздиков. И он повесил полки наконец-то на кухне, хотя планирую кухню переделывать. Вот. И пойдем по магазинам. Потом я еще подойду продуктовый, надо купить картошку. Муж попросил потушить ему картошку. И сделаю еще салатики на завтра. Завтра я ничего не делаю. На телефон не отвечаю. Не звоните мне, не пишите мне, блин. Хочу просто отдохнуть. Я реально устала психически, психологически и морально. А завтра меня мужики готовят. А я зато ничего не делаю. Накрашусь и буду ходить такая красивая. Пошли. Идем в строительный. Кстати, я люблю или планирую. У меня, короче, в августе месяце съезжают с моей квартиры 2 мужика. Мой отец съезжает, надеюсь. Уже вот-вот ждем подтверждения квартиры, что они джоб-центр оплачивают. И моему сыну нашли квартиру. Сейчас тоже ждем подтверждения подписки контракта. И, естественно, я буду переделывать свою спальню. И где у меня жил сын, будет комната для дочки. И вот обожаю этот магазин. Здесь огромный выбор обоев. Я все-таки такой Советского Союза. Я обожаю обои. И когда прихожу все время такая вот, ну, сюда, когда ремонт, я люблю делать ремонты. И вот ищу такая, знаешь, это такой магазин, где огромный выбор обоев. И вот там, не знаю, каждую неделю прихожу такая, смотрю такая, думаю, блин, ничего новенького. А оказывается, мать вашу, девочки, вот тут вот внизу, под этими полками, блин, целая куча альбомов. Ёптер-моптер. Смотрите, сколько их. И там еще есть они. И вот там. И все это мы смотрели. И вот мы как раз для зала выбирали из этих альбомов обои. Они просто вот шикарные, они дорогущие. Ну, блин, это просто, конечно, красота. Смотрите, какая красота. Кстати, я тоже кухню планирую переделать. У меня вот такие вот обои на кухне. Это просто бомба. Ну, блин, они уже, сколько, лет 10 у меня висят. И когда будем переделывать кухню, тоже куплю здесь. Пусть какая. Я обожаю обои, не знаю. Советский Союз из меня никак не вылезет. Это очень красиво, девочки. Просто красота. Я обожаю обои. Особенно, когда они такие дорогущие, такие вот, ну, на ощупь такие, как усенькие, классные. Короче, Ленка, ты пришла, блядь, за горшком. Вот можно в прихожую сделать. Я обычно, когда обои выбираю, вот так вот ногтем делаю. Вот видите, полоска была, и полоска уходит. Ну, надеюсь, да? Их можно царапать. Потому что у меня собака прыгает, и, естественно, обои мучает. Вот эта красивая такая. И я люблю флис-тапеты. Они очень легко снимаются потом. Красиво. Выбор огромный. Я еще до сих пор, я хоть поменяла в зале, но там в зале до сих пор я не переделала, не доделала, потому что мне не нравится стена. И все-таки я буду зал опять переделывать, но когда-нибудь, после того, как мужики мои съедут, и после того, как мы сделаем комнату дочки. Так, идем горшком. За горшком. Кстати, мне надо купить от мух. У нас почему-то мухи. Сетки продаются. Я купила, но размер не тот. Надо купить. Вот сетки есть. 13 евро. 1,50 м, 1,80 м. Хотела бы чуть побольше. У меня огромное окно, оказывается. Это маловато будет. 1,30 м на метр. Ну, мало. Где они огромные? Ну, было бы, конечно, замечательно измерить окно, но нахуя? Идем. Кстати, вот тут я покупаю всегда на окна вот эту самоклеющуюся пленку. Тоже огромный выбор.
Я вот здесь покупала на свое окно. У меня первый этаж, и я все свои окна вот такой вот пленкой задела. Тут кажется, что оно просвечивает, нифига. Оно вот когда сдалека, вот нифига не видно. И у меня весь первый этаж так заклеен вот этой пленкой. Они всякие разные есть, всяких разных размеров. Вот такая у меня пленка на окнах. Так, идем за горшками. Вчера ездили, смотрели квартиру для сына. Она такая маленькая, конечно, в старом доме, но цена классная, такая дешевая вообще. Даже папе мы нашли квартиру дороже, чем сыну. И у папы она более такая современная квартира, а у сына в таком старом доме. Кстати, вот смотрите, какие цветы сейчас делают искусственные. Думаю, нафига я тебе покупала цветы, которые поливать надо? Вот купила, вставила в горшок. 12 евро, ёптырю мать. И все, и поливать не надо, только пыль протирать, блин. Какая красота. Знаете, какая они как натуральные. Ой, я поломала. Бозите мой. В последнее время они хорошо стали делать цветы. Смотрите, какие розы. Они как натуральные. Класс. Так, горшки. Мать вашу. Вот именно жалко. Купишь какой-то цветок за 5 евро. Блядь, и горшок 8. Да что ж такое? Вот нужен горшок. 8 евро горшок. Да чтоб я была здорова, блядь. Вот красиво, да? 16 евро. Ёптель-моптель. Это искусственное дерево? На, им не искусственное. Таками тоже раньше была, они такие непривередливые цветочки. Так, Ленка, ищи горшок. Вот там все, вот это все в горшке. Сейчас что-нибудь найдем. Я бы хотела более такой красивый. Бля, 10 евро. Я вот еще не определилась с цветом. Тоже проблемка. Вот, тоже красивый. 7 евро. А, ну это пластмасс. Да и хрен с ним. Вот. Красивый горшок. Пока что. Я, кстати, измерила горшок свой так вот рукой. И рукой, блин. Вот такой мне горшок как раз вот нужен по такому размеру. Да, думаю, подойдет. Надежда умирает последней. О, подешевле. Пластмасс пошел. Окей. Ну, что делать? Будем покупать пластмасс. И вот такое донышко мне надо. У меня там тарелка стоит под этим. Мне надо купить донышко. Так. Кстати, вот такие вот для полива штуковины продаются. Ну, типа туда налить. Куда? Не знаю, куда. Куда налить? Там дырочки нету. Куда налить? Описание товара, мать вашу. Короче, потом вставляете это туда, и оно типа самополив. Удобная штука. Так, пока мы, кстати, вот макраме, да? Кашпо называется. И раньше, когда была ребенком, научилась плести макраме. Мы вот такие вот кашпо делали, и мама продавала на рынке. Мне было лет 13-14. Я вот такой вот плела. Тоже из этой вязи, как она называется, у почтальонов покупали. Сколько это кашпо стоит? Блюмен. Так. Ах, фиг его знает, сколько оно стоит. Вот, ищем горшок. Во, бля, горшок. Девки, какой он огромный. Он прямо огроменный. Вот это вот горчище. Екалак. Это, наверное, для деревьев, да? Вот. Сейчас я поищу подробненько. Ой, как красиво. Не знаю, вот я люблю цветочки, но, блин, поливать я их не умею.
Красота. Калы, ёпари мать, как красиво. Почем они кали? Только привезли, кстати, свеженькие, еще без цены. Ну как это красиво. Кстати, говорят, что они воняют, но нет. Ну, кстати, розовенькие есть кали. О, алоэ. Алоэ 25 евро. Тоже люблю алоэ. Он такой маленький. Купить, пусть дома растет. Да? Как за ним ухаживать? Обычно пишут там на Ебороте, что там делать. Так, солнечно. Дальше любит 35 градусов до 5. Поливать. Что там? И что поливать? Не есть. Прикольненькая штучка. Вот тоже прикольная такая. Вот эти вот пипки, как они называются? Тоже красиво. Кстати, у меня сын привез себе тоже горшок с кактусом. Думаю, о, прикольненько, посмотрим, сколько у него проживет. Может, у него лучше получится, чем у меня? Нифига, блин. Он у него тоже удох. И я люблю орхидеи. У меня дома, кстати, они есть. Ну, тоже в плохом состоянии, но есть. Это тоже горшочки, 50 евро горшочек. Кстати, пластмасс. 25 евро. А чего же, блядь, такой дорогой-то? Там какой-то набор для чего-то там. Вот этот мне магазин больше нравится. Я приходила к сыну выбирать цветы. Ну, я хотела в горшке. Реально тяжелый случай выбрать цветы. Там еле-еле выбрали. А вот здесь все такое красивенькое, не опавшее. Ну, красиво очень. Красота. Кто ж вот их поливает-то? Так, короче, Ленка, ты пришла за горшком. Все, не отвлекайся. Так, я взяла этот горшок. Он 5 евро стоит. Какого-то фига, девочки. Это нам не надо. Хочу писать укроп. Зачем, Ленка, нахрена? Потом подумаю, я еще верну, я его нет. И купила вот такую вот палку. Она такая закрученная. У меня там розы почему-то выросли и падают. Вот. И хотела показать вам, пока сейчас с магазина. Еще в магазине. Сейчас. Извиняюсь, вас болтаю. Так вот, какие цветочки здесь красивые. Как-нибудь зайду еще к сыну. Покажу вам, что там творится. Вот два разных магазина находятся рядом. Здесь просто цветы, но один красивее другой. Ну, посмотрите, что здесь творится, да? Эти какашки тоже не помню, как называются. Очень красивые цветы. Но с сыном вчера еле-еле выбрали мне цветы. Блин, здесь огромный выбор. Это просто прелесть. У меня просто балкон маленький. Я и так там уже все посадила. Вот такую бы я купила. Блин, а куда вот ее? Как красиво. Вот это вот офигенный цветок. Красота. Все так ухоженно, красиво. Вот эти калы стоят 16,95. У меня просто нету места уже. Так, палку я купила. Теперь мы едем в магазин. Надо купить картошечки. И я буду тушить картошку и делать салаты на завтра. Чтоб дядя не мешает идти. Кстати, чем зацепить, я так и не нашла. Ну, дома под веревочку найду. Будет дешево и сердито, да? Там всякие грили. Вот типа такого огромного у нас. Мы очень пожалели, что его купили. Мы хотим продать, потому что ну реально очень огромный гриль у нас. И купить что-нибудь подешевле. Ну, не подешевле, но в плане цены, а в плане поменьше. Вот маленький. Веба хорошая. Смотрите, какой он маленький, компактный. Сколько он стоит, этот Веба? Сейчас я посмотрю. У меня тут палка на руке.
Смотрите, какой маленький, компактный. Всего лишь, блядь, извините, всего лишь 200, ну, фирма хорошая. Хорошенький. 229. Вот такой вот. Я бы хотела на ножках, чтобы уже не думать, на что его ставить. А мы наш купили за 600. Ну, типа вот. Вот такая бандура у нас стоит. Ну, Вейбор за 300, это, конечно, они, конечно, загнули. Это, конечно, трэш. Что так дорого, блин? Ё-моё. Да. Вот тоже Вейбор. 309. А чем он отличается? Вот Вейбор. 250. Окей, мать вашу. Вот такой огромный у нас за 600. Трамать. Нафига я его купила? И все, идем к выходу. Были подешевле. Все, идем к выходу и домой. Ну, сначала магазин за картошкой. Вот мои цветочки. Это мне сын подарил. Я их посадила в горшок. Вот. Вот эти вот палки, которые купила специально, чтобы, ну, привязывать. Они тоже что-то растут ввысь. И я их привязала. Это просто ставила она. Мне не нужна лишняя, пусть торчит. Прикольненько смотрится. И вот сюда я покупала горшок. Купила все-таки пластмассовый, по-моему, за 5 евро. И вот такой цветочек мне подарил сын. Красота. И вот так вот у меня красиво. Цветочки, цветочки. Цветов много не бывает, да? Идем готовить. Так, у нас по расписанию. Это та, что собиралась ничего не готовить. Поставлю сейчас картошку тушить. Мясо я утром в водичке размораживала. Вот. Разберу сейчас сумки. И не знаю, почему купила, короче, я продукты на шубу. Сделаю крабовый салат. И морковку по-китайски или по-корейски. И вот. Крабовые палочки у меня уже с утра размораживаются. Им еще долго, но думаю, до вечера они разморозятся. Нет, значит, до размораживаю в микроволновке. Вот. Начинаем готовить. Поставила вариться картошку. Выбрала из упаковки там, ну, 5 штук одинаковых. Потом бросила там морковочку. Это на шуба. Я сделала вот такой рыбы. Купила в Лидле. Она уже почищенная. Все. Осталось порезать. И свекла у меня уже готовая. Так она продается в таких упаковочках. И эти, как вы, яички, это для крабового салата. И здесь я буду сейчас жарить. Тушить картошку. Есть у меня такая вот штучка. Обалденная штучка. Короче, масленица, да? Вот что удобно, нажала, отпустила, и там маслечко набралось. Да, как в детстве. И вот так вот очень удобно. Можно, если надо, по противню размазать там или что. И вот так опять сжатой вот сюда засовываешь, и она там опять наполняется. У меня до этого была, я как раз ее не выкидывала, чтобы показать. Вот такая вот пипка у меня здесь в пакете. Сейчас я ее распакую, покажу. Вот эта пипка, короче. Да, вот тоже удобно, все тоже мажет. Но проблема, она вот вся из пластмасса. И когда ты переворачиваешь, что ты хочешь намазать, это или пипка вылазит. Постоянно что-то с ней течет. Я уже, как видели, там и пакетиком, и салфеткой. Ну, короче, она дешевая, ну, говно вообще. Вот это я уже пользуюсь больше 2 месяцев. Она просто чистейшая. И очень удобно пользоваться. Прям вот, не знаю, мы с удовольствием пользуемся. И прям вот это масло, знаешь, там, я доливаю сюда. И вот сколько надо там наливаю в кастрюльку. Очень удобная штуковина. Так, я начну салат делать рамбыром. А мы увидимся, наверное, в следующем видео. Или я покажу вам еще один аппарат, тоже удобный для кухни. Сейчас я начну это все разбирать и покажу.
У меня есть любимый салат, я его обожаю. Делаю вместо морковки, да, вместо корейской. Посмотрела, что у меня нету, как оно сказать, приправы для корейской морковки. Так, и папа сделал полочку, теперь мне мой аппарат не влазит. Так. Я там ставила типа терку, можно и на терке вручную, но на терке вручную я не делаю. Я вечно стираю свои ногти. Я делаю это комбайном. И вы там морковки, сколько вам надо, берете. Вообще легкий салат и очень вкусный. Включаем эту мясорубку. Терку в нашем случае. И просто натираем. Все натираем. Быстренько и легко. Так, сейчас я переложу это все сюда. Теперь я посолила, поперчила вот эту вот морковку и пожамкала ее, чтобы она, ну, помягче, мягче была. Добавила один чесночок и майонезика. Все перемешиваем. Полчасика настоится. Можно добавить укропчика, допустим. Мне нравится с укропчиком. И все. Салат просто, ну, бомбический, девочки. Салат бомбический. Я обычно его делаю много, чуть у меня мало морковки получилось. Но очень вкусный салат. Советую прям. Там у меня там варится, тушится мясо. Скоро брошу картошечку. И здесь уже сорилось. Сейчас буду делать шубку. Кстати, буду натирать тоже это все на комбайне. Тоже через эту терку. Она сейчас остается чуть-чуть, остынет. Я положу в морозильник на полчасика. И потом через терку в комбайн. Вот такой вот у меня день рождения, блин. Готовлю. Отдыхаю, называется. Еще пару часов, потом у меня приходит клиентка. Вот что хотела показать. Сейчас буду делать крабовый салат. Почистила уже этот. И вот этот аппарат я купила недавно. Нашла его на Lidl.de. То бишь в Lidl. Купила его именно онлайн. Почему я его купила? Сейчас даем. Это типа Nice and Dyson, только дешевле намного. По-моему, Nice and Dyson стоит 40 евро, а этот, по-моему, 19. Из-за чего я хотела купить Nice and Dyson вот только вот из-за этой штучки. Вот именно только из-за нее. Я буду сейчас делать другой. Я люблю очень оливье, но меня очень бесит его резать. И очень люблю оливье, которое мелко нарезано. Также мы делаем манты, я люблю с картошкой. И вот тоже я мелко режу картошку. И вот этот аппарат просто за 6 секунд режет. Там же насадки там несколько всякие, я не разобралась, какие они мне нужны, какие для чего. Ну, допустим, терка мне не сильно интересует, потому что у меня комбайн трет. Потом вот эта штука, я вообще не знаю, для чего она, без понятия. Это для терки, чтобы не поранить руки. Это тоже, видимо, как вот в Германии делают, огуречки тоненько режут. Это морковка тоже наделать. Типа корейской морковки можно натереть. Но терку я боюсь. У меня вечно пальцы. Вот. Именно купила я этот аппарат вот именно из-за этой штучки. Просто бомбически я покажу. И эта штучка именно для очищения этой. Так, насадку я надела. Мне сейчас маленькие не нужны, поэтому возьму покрупнее. И покажу, что я делаю. Так, тут. Вот, ложу. И готово. Ой, ну это как всегда для видео. Вот. Просто ложу и нарезано. Просто одной рукой неудобно. Просто, блин, замечательно. И там уже все порублено. Так быстро я еще никогда не резала овощи. Ну, обязательно что-то пойдет не так. И сейчас покажу, как я буду резать эти. Я порезала вот эти штучки просто наполовину. Потому что, ну, чтобы не были слишком большие кубики. И они как раз, вот, не знаю, влазят. Если не влазят, то порезать по длине. И вот так вот можно или выложить, или по одной, да. И буквально нажатием руки. И там оно застряло опять. Вот, оно там почищено. Смотрите. То есть порезано квадратиками. Просто замечательно.
и очень быстро. Очень-очень быстро. И вот так вот я сейчас 2 секунды все порежу. Посмотрим, как он там тыдынь. И порезано. Блин, и все. Сейчас я быстренько сделаю салатик. Так, на этом у меня все. Там видео так затянулось. У меня здесь готовки еще целая куча. Сейчас еще шубу сделаю. И все. Надеюсь, вам было интересно. Если нет, это ваши проблемы. А мы увидимся в следующем видео. Пока. Ням-ням. Ням-ням-ням.